Сегодня мы попытаемся реализовать крутую идею, которую я подглядел у автора под именем Дамьен Бенетта. Много сложностей и нестандартных задач, огромный деревянный шар, но в итоге эффект, залипать на который можно часами. Приятного просмотра. Первым делом нам надо подготовить материал. Для этого берем дубовую доску, замеряем ее влажность, видим на влагомере 6,7%, а это значит, что доску можно смело пускать в работу, чем мы и заняты. Сперва размечаем и распиливаем ее на заготовки поменьше при помощи торцовки. Следующим этапом из необрезной доски делаем обрезную. Когда у нас есть уже более-менее ровные заготовки, надо довести их до идеала. При помощи фуговального станка равняем поверхность. И так проход за проходом, пока не получим идеальный результат. Спустя пару минут мы имеем одну выведенную поверхность. Отталкиваясь от нее, выводим противоположную сторону, но на этот раз уже при помощи рейсмуса. Тут такая же история. Два прохода, и мы имеем заготовку с двумя правильными плоскостями. Теперь осталось правильно подготовить третью плоскость. И этого будет достаточно для наших целей. Для этого мы снова отправляемся к фуганку. Выставляем угол в 90 градусов, проверяем и двигаемся дальше. Отталкиваясь от плоскости, которую вывели ранее, выводим угол 90 градусов. Это нужно для дальнейшей правильной склейки. Этим мы и занялись. Заготовку распускаем на две части. При помощи трубных струбцин занимаемся склейкой. Тут все просто и понятно наглядно. А пока клей сохнет, мы занимаемся металлической конструкцией. Первым делом нарезаем профиль. К слову, по нашим подсчетам, шар-маятник будет весить более 10 кг. Исходя из этого, мы и решили делать каркас из металла, для того, чтобы добиться максимальной жесткости. После того, как все напилено, предварительно раскладываем конструкцию. Понимаем, что все окей и можно приступать к сварке. Спустя несколько Валера-часов имеем готовую конструкцию, в которой осталось только зачистить швы, а пока Валера этим занимается, мы возвращаемся к нашим заготовкам. К этому времени клей высох, и можно двигаться дальше. Теперь нам надо склеить два щита между собой, для того, чтобы получить нужную по высоте заготовку. После склейки чаще всего остается такая небольшая ступенька между двумя элементами, поэтому мы прогоняем заготовки через калибровально-шлифовальный станок, и на выходе имеем идеальную поверхность, которая должна прилегать к другой идеальной поверхности.
пластике, а между ними клей, что вы видите на экране. А дальше все по старой схеме. Побольше струбцин, несколько часов времени, и можно клеить следующий, для этой детали последний слой. Такой вот небольшой квадратик. Тут, наверное, у многих возник вопрос, почему бы сразу не склеить весь бутерброд одним махом? Конечно, можно было бы попробовать, но это не просто в плане позиционирования. Каждый слой норовит уехать в своем направлении, а клей схватывается довольно быстро. Поэтому мы решили сделать это в несколько этапов, но наверняка. Когда у нас есть заготовка для создания полусферы, приступаем к ее изготовлению. Изначально мы оставили небольшой запас, для того, чтобы его скалибровать при помощи ЧПУ и получить в итоге две абсолютно идентичные полусферы, из которых должен получиться шар. Это вы видите на экране. Предварительную фрезеровку мы решили делать большой 12-мм фрезой, поскольку площадь обработки у нее значительно больше, нежели у барельефной фрезы, которая и будет финалить этот процесс. При помощи этого приема мы сэкономили несколько часов. Следующим этапом при помощи барельефной фрезы от ЦМТ делаем чистовую фрезеровку. Выглядит это вот так, и наблюдать за этим можно бесконечно. Спустя несколько часов мы имеем полусферу. Тут же, пока заготовка закреплена, делаем отверстие, при помощи которого и будем крепить шар, после чего заготовку можно снимать, но ее надо еще немного нарастить. Тут у многих возникнет справедливый вопрос, почему бы сразу не вырезать готовую половину шара на ЧПУ и склеить две части, а не 4? И вот вам ответ. Все упирается в конструкцию ЧПУ. Для того, чтобы четко позиционировать детали при склейке, воспользуемся вот такой хитрой штукой. В одной из заготовок просверливаем отверстие, кладем туда эти штуковины и прикладываем ответную часть. Острый конус оставляет след, который и обозначает место, где нужно сверлить. А дальше все понятно наглядно. Шканты, хороший клей, и уже теперь имеем полноценную полусферу. Напомню, что это не моя идея. Я увидел эту штуковину в Инстаграме, вот ссылка на автора. Первая моя мысль после увиденного — о себе. Вторая мысль — как это работает. А третья — нет времени объяснять, надо срочно делать. Кстати, я подробно изучил все страницы автора, но так и не нашел никакого интернет-магазина с возможностью купить эту штуковину. Очень странно. Ведь в последнее время интернет-магазины пользуются огромной популярностью. Ведь так удобно заказывать товары, не выходя из дома. Продавать тоже стало намного проще. В этом поможет Equid – онлайн-платформа для создания интернет-магазинов. Чтобы запустить свой интернет-магазин, не нужны дизайнеры и программисты. Надо лишь зарегистрироваться на сайте Equid и, следуя подсказкам на экране, создать интернет-магазин. Запустить собственную торговую площадку можно бесплатно за 24 часа. А когда пойдут продажи, подключайте дополнительные опции. Продажи через соцсети, на маркетплейсах, маркетинговые активности и другие плюшки для роста прибыли. А еще сможете управлять всем магазином с телефона. И если во время работы появятся вопросы, то на помощь придет топовая техническая поддержка Equid. Советую зайти на их YouTube-канал об онлайн-продажах. Там много полезного о развитии интернет-магазинов и ценных историй от предпринимателей и клиентов Equid. А их уже 1,5 миллиона по всему миру. Регистрируйтесь по ссылке в описании и запускайте свой небольшой прибыльный бизнес. А мы продолжаем. Следующим этапом нам надо соединить две детали и получить заветный шар. Для этого высверливаем отверстие ровно по центру в двух полусферах при помощи шаблона, для того, чтобы наверняка не промазать. Стянуть между собой два элемента нам поможет вот такая простенькая приспособа. И, наконец, с ее помощью мы проводим последнюю склейку.
Спустя несколько часов клей высох, и я разбираю нашу одноразовую приспособу. После чего осталось убрать все лишнее и слегка отшлифовать шар перед грунтовкой. Как вы помните, предварительно мы высверлили отверстие. В это отверстие нам надо вкрутить вот такую конструкцию, для того чтобы шар весом 10 кг надежно крепился на шпильке. Как выяснилось, длины фрезы не хватило, поэтому досверливаем отверстие вручную. Замешиваем двухкомпонентный эпоксидный клей, наносим его на крепеж и вкручиваем в шар. Следующим этапом можно приступать к грунтовке. В нашем случае это двухкомпонентная автомобильная грунтовка. Вообще это, конечно, немного не по технологии, но исходя из опыта скажу, что она держится на дереве отлично, да и к тому же она была под рукой. А все, что есть под рукой и не требует поездки в магазин, как правило, подходит просто идеально. Такая вот народная примета. Пока грунт сохнет, мы возвращаемся к металлической конструкции. В итоге шар будет крепиться к шпильке, а шпилька к металлической конструкции. Готовых решений такого крепежа я не нашел, поэтому заказываем еще немного Валера часов и сочиняем вот такую штуку при помощи 2 болтов и длинной гайки. А к каркасу привариваем 2 уголка, в которых расположатся подшипники. В итоге выглядеть это будет вот так. Когда все сварочные работы закончены, можно грунтовать металлический каркас. Тем временем грунтовка на шаре высохла, и я принялся за шлифовку. Спустя 15 минут шлифовки вручную понял, что это не быстрое дело, а как известно, лень двигателей прогресса. Поэтому я сгонял в магазин и купил вот такую мягкую проставку на шлифмашинку. При помощи этой штуковины можно безнаказанно шлифовать такие непростые формы, что вы видите на экране. Спустя 20 минут работы форма близка к идеальной, за исключением нескольких изъянов, которые не получилось перекрыть грунтовкой. Но то, что не убирает грунтовка, легко убирает шпатлевка. В нашем случае также двухкомпонентная автомобильная шпатлевка. После чего еще один слой грунтовки, затем черная краска и матовый лак. И, наконец, шар готов. А это значит, что можно предварительно собрать всю конструкцию и понять, что мы имеем. На шпильку крепим гайку с приваренными болтами.
Следующим этапом эту шпильку прикручиваем к 10-килограммовому шару. А для равномерного хода все это должно вращаться на подшипниках. Итак, в целом, вроде все похоже на правду, а это значит, что можно двигаться дальше. Из фанеры вырезаем вставку, на которую в дальнейшем приклеим светодиодную ленту. Вставим металлический каркас, это и позволит добиться задуманного эффекта. Всю конструкцию мы решили обшить черным пластиком. Он подходит просто идеально, поскольку остался от предыдущего проекта, и его не надо покупать. Кстати, это был проект по созданию стола по мотивам фильма «Матрица». Кто не видел, очень рекомендую. Но перед тем, как резать дорогой пластик, мы решили вырезать панель из дешевого картона, примерить, убедиться, что все подходит, и уже после резать пластик. Так мы и сделали. Наконец, финальная сборка. Пластиковые панели мы решили крепить на герметик. После сборки наша конструкция выглядит вот так. Это пробный образец, благодаря которому мы поняли все нюансы и выяснили, как можно сделать эту штуку эффектнее и проще. К сожалению, эти знания приходят только с опытом и ошибками. Дальше тут можно развиваться и развиваться, делать ограничения, противовесы и так далее. Но в целом результат нас более чем устроил. Думаю, тут все понятно наглядно. Шар проходит через основание, в которое вмонтирован направленный свет. И в итоге мы имеем вот такой крутой эффект. Лучшая поддержка от вас — это помощь в распространении этого ролика. Лайк, длинный коммент, а самое главное — поделиться этим роликом где угодно. Ну а с нашей стороны новые интересные проекты и эксперименты. Спасибо за просмотр и добра топора.